Добрый день, с вами Ольга Канунникова, и сегодня я хочу показать вам, как я буду делать полупрозрачные ленточки. Сейчас я занимаюсь вышивкой лентами и использую атласные ленты или шелковые ленты. Есть ленты, которые достаточно толстые, и когда нам нужно вышить более нежный цветок, то хочется, чтобы некоторые лепесточки были из ленты более тоненькой и даже полупрозрачной. Поэтому, так как я занимаюсь гелишированием, в принципе, такие ленты можно попробовать делать обычным паяльником. Вот, например, таким, который я использую для гелиширования. Попробуем. Мы работаем на стекле. В стекло кладем полоску необходимой ткани, из которого мы будем делать ленту. Длину я взяла, какая она у меня была, в данном случае 80 сантиметров. Можно выбирать длину именно той ленты, примерно длины той ленты, которую вы обычно используете. Не надо вырезать очень длинные. Я так думаю, что 50 сантиметров это вполне достаточно. Ленты могут быть разной длины. 3 миллиметра, 6 миллиметров, 12 миллиметров, 2,5 сантиметра, 5 сантиметров. Могут быть и 6 сантиметров. Ну, давайте вот сейчас прежде всего делаем прямую линию, от которой мы будем отталкиваться. Вкладываем по кромочке линеечку, берем выжигатель. И вот как у меня позволяет на всю длину моего стекло я брала с книжной полки. Вот, я вырезаю прямую линию. И теперь эта прямая линия будет как бы основой, которую я буду использовать для вырезания ленты. Ну вот ленту можно сделать шириной примерно 5-6 миллиметров. Это ширина, сейчас я вам покажу, вот примерно вот такая. То есть мы смотрим, чтобы ширина ленты была и сверху и снизу одинаково, и просто вырезаем ее. Следующая ленточка. Какая лента у нас может получиться? Следующая ширина где-то должна быть 12 миллиметров. Вот, выравниваем край. И начиная от края вырезаем. Вот у нас лента потолще, показываю. Вот так она выглядит. Следующую ленточку можно вырезать шириной 2,5 миллиметров. Это будет примерно вот так, 2,5 сантиметра. И следующий размер лента длиной 5 сантиметров. Вот лента длиной 2,5 сантиметра. И сейчас у нас идет лента 5 сантиметров. Вот такова наша длина ленты. И мы просто аккуратно ведем, режем нашим паяльником прямо близко к линейке. Вот что у нас получается. Таким образом мы с вами вырезали вот 4 размера, 4 ленты разной ширины. Продолжаем полностью вырезать до конца нашего полного отрезка. Вот все ленты, которые у меня получились достаточно мягкие. Вот, и даже немножко здесь вот они тянутся чуть-чуть буквально. Это вот такая вот шторная полупрозрачная ткань. Я даже не знаю, она похожа даже немножко на трикотажную. Вообще очень красивые ленточки получаются с обычной, самой дешевой вуали.
Да, что теперь еще нужно сделать? Теперь с одной стороны нашей ленты, не с двух, а только с одной стороны, мы сделать кончик остреньким, чтобы ленточка спокойно вошла в иголку. То есть здесь мы отрезаем кончик под углом. Так делаем со всеми нашими ленточками, но только с одной стороны. С другой стороны ленточка может быть как бы вот обрезана прямо. Итак, обрабатываем полностью все наши ленты. В принципе, ленты уже готовы к работе. Если вы точно знаете, куда будете использовать, то, естественно, вам можно и заранее их затонировать, либо затонировать только после того, как вы уже сделаете определенную вышивку и потом затонируете это все красками. Спасибо за внимание. С вами была Ольга Канунникова.